Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на канал. С вами Руслан, канал Вишнюков Kitchen. И скоро у нас большой праздник. Это Великдень или Пасха. И как же без выпечки, как же без вкусных пасочек. Сегодня я хочу показать интересный рецепт. Будет два видео. Сегодня я покажу вам краффин. Это как крученая паска. Очень интересная, получается воздушная, румяная, пышная, очень вкусная. А в следующем видео покажу классический рецепт паски, как я ее обычно делаю, что добавляю, как замешиваю и какая она у меня получается. Все ингредиенты, как обычно, будут в описании с расчетом на две такие крупненькие паски. Итак, с чего мы начнем? Нам надо в первую очередь замочить дрожжи. Первым делом мы берем молоко, оно должно быть тепленькое, то есть примерно 38 градусов. В него мы всыпаем столовую ложку от нашего сахара и пакетик дрожжей. У меня здесь 7 грамм. Сухие дрожжи. Туда перемешали. И оставляем, пусть они поднимаются, активируются, набираются. А мы приступаем к следующему. Берем яйца. Обязательно все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Мне понадобится одно целое яйцо и два желтка. Поэтому мы это все дело разбиваем. А с желтков можно будет сделать глазурь, безе. Тут уже на ваш выбор. Вот так. Всыпаем сюда сахар оставшийся, экстракт ванили пол чайной ложки, и щепотку соли. Вот так. И хорошенько это перебиваем миксером. Вот такая вот густая пена получается. Главное, чтобы все перемешалось, сахар растворился, белки и желтки взбились. Вот отличная такая, прям бархатная. Теперь мы берем муку просеянную. К тому времени как раз дрожжи поднялись, получилась вот такая вот образовалась шапка. Добавляем дрожжи в муку с молоком. Добавляем взбитые яйца с сахаром. Муку я положил не всю, я 20 грамм оставил, чтобы в дальнейшем ее присыпать, было удобнее вымешивать. Растопленное сливочное масло, но не горячее. Чайную ложку меда. Цедру половины апельсина. Вот так. Главное, добавляйте только цедру, шкурку, без белой мякоти, чтобы не горчило. А также 20 грамм сока апельсина. Вот так вот. И теперь это все вот так вот аккуратненько. Можно рукой, можно лопаткой пока. Смешиваем воедино хорошенько. Пока я его перемешаю лопаткой. Затем буду уже вымешивать руками. Оно немного будет липким. Можете смотреть по консистенции, по яйцам. Но оно может отличаться. То есть можно будет сейчас посмотреть, если что, добавить немного больше муки. Потому что яйца разные, размер разный. У меня средние. Вот.
Поэтому сейчас буду смотреть. Если что, то немного добавлю больше муки. Тут уже как бы индивидуально. Но все равно оно не должно быть забитое, оно должно быть такое немного липковатое. Для того, чтобы получилось пышное. Так, теперь вот так вот его хорошенечко. Вымешиваем. Да, сейчас буду добавлять еще муки. Буду пересыпать на стол. Ну, то есть добавил те же 20 грамм, то, что отложил. И вот так вот хорошенько вымешиваем. Оно будет слегка липнуть. Так должно быть. Главное, чтобы оно не было забитое. Так. Обязательно его хорошо нужно вымесить. Вот смотрите, вот такое вот тесто получается. То есть оно слегка липнет, но уже отстает от рук. Такое упругое. Видите, воздушное. Еще немножко его вот так вот вымешиваем. Главное делать все с душой, с любовью, в хорошем настроении. Тогда обязательно все получится. Так, сейчас возьму чистую миску. Так, берем чистую миску, смазываем ее растительным маслом. Так, слегка промазываем тоже немного теста. Так, вот. Все. Положили. Теперь накрываем пленкой и оставляем в теплом месте на час подходить. Так, спустя час мы его достали и раскатываем максимально тонко, смазав при этом руки растительным маслом. Я этот момент записал, но камеру, походу, забыл включить. Максимально его тоненько раскатали, так, чтобы оно, можно сказать, почти просвечивалось. Вот так по столу. И чем тоньше вы его раскатаете, тем больше слоев у вас получится. Вот так вот. Все, раскатали. И теперь делаем следующее. Берем 25 грамм сливочного масла растопленного. Вот так вот выливаем на тесто. И размазываем равномерно. Вот так вот по всей плоскости теста. Хорошенько его промазываем. Это как раз даст нам слоеность тесту. И оно будет, получится, когда вы будете отрывать кусочек, отламывать, оно будет отходить слоями. Теперь где-то 50 грамм шоколада распределяем так вот равномерно по поверхности. Так, отлично. И теперь максимально плотно мы его берем вот так вот и сворачиваем в рулет. Отлично. Так, выравниваем. Теперь накрываем пленкой и оставляем на 10-15 минут, чтобы оно еще подошло. Так, через 15 минут можно снимать.
теперь мы разрезаем вот так вот вдоль. Аккуратненько. Дабы разделить его на две части. И вот так вот его внутренней частью ложим наружу. Теперь, что мы делаем? Мы формируем сначала дно. Сейчас вот так вот. Вот таким образом. То есть закручиваем рулет. Делаем его вот по вашей форме. У меня формочки две. Одна больше, самодельная, другая меньше. Поэтому смотрим. Вот так вот делаем дно. Затем выкладываем наверх и ведем слоями наружу. Вот так вот разворачивая и закручивая. В конце через серединку вот так вот его закрываем. И формируем такой вот как холмик. Вот, смотрите. Вот такая вот получается. Вот, теперь мы ее берем, перекладываем в формочку. Вытяну вот так. Оп. Все, и пока откладываем. Я формочку немного увеличил пергаментной бумагой, чтобы она была выше. Теперь как следующий. Так же самое. Формируем дно. И затем переходим вверх. И закручиваем его вот так вот вверх. По спирали. И серединку вот так вот прячем. Оп. Вот такое дно. И в форму. Опа. Накрываем полотенцем и оставляем 20 минут. Тем временем включаем духовку на 180 градусов. Итак, краффины поднялись. Вот, смотрите. Света нет. Ну ладно. Вот, краффины поднялись. Теперь ставим в духовку на 180 градусов на 40 минут. И проверяем. Смотрите, если будут подгорать, то сверху можно накрыть фольгой. На низ духовки. Вот, все, и ставим режим вверх-вниз. И все, ждем 40 минут. Все, достал с духовки. Вот такие вот получились шикарные. Одна подрумянилась больше, которая была в формочке, которая в самодельной, подрумянилась меньше. Но тоже, смотрите, шикарная получилась, пропеклась. Проверить готовность можно шпажкой. Протыкаете шпажкой, если шпажка сухая и за ней не тянется тесто, значит паски готовы. Так что жду, пока остынет, и будем пробовать. Так, они немного остыли, но времени ждать уже нет. Хочется безумно попробовать. Они пахнут просто невероятно. Хрустящие. Просто, ну как можно ждать? Понятное дело, что горячее тесто есть вредно. Но мы по чуть-чуть. Смотрите, как оно отслаивается. О, просто даже не губка, это как вата. Она настолько воздушная, посмотрите. Обалдеть. Цедра апельсина. Хрустящая корочка. Мягкая. Просто тает во рту. Очень вкусный получился. Да. Посмотрите, как он расслаивается. Вот такая вот она в разрезе.
Сейчас она, сейчас она подостынет, будет еще воздушней. Так что обязательно попробуйте. Единственное то, что на нее надо потратить прилично времени. Но как видите, оно того стоит. Так что, друзья, огромное спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите ваше мнение в комментариях. И до встречи в новом видео.